Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление посредством нормирования прошлых событий. Фактически речь идет о том, что мы делаем в управлении выборку основных событий, которые нужно исправить, и создаем структуру управления через систему нормирования этих событий. То есть мы стараемся делать таким образом, что когда рассматривается какой-либо процесс будущего, обязательно существует определенная фракция управления с учетом итоговой оценки прошлых событий. То есть для этого нужно сделать определенную выборку, что из событий прошлого нуждается в нормировании. Фаза нормирования может быть самой разнообразной, но с точки зрения логики норма прошлого должна соответствовать тем событиям, которые вообще являются социально нормированными. То есть если прошел какой-то там неблагоприятный случай, то оценка нормы, так называемой, происходит в том плане, что с точки зрения прошлого, что должно быть нормой, как это событие должно было бы развиваться нормально, так скажем, и что сделать сейчас, чтобы компенсировать эту норму, если она, например, там невозможна в прямом понимании, да? То есть одно дело это выправить какую-то ситуационную систему каким-то способом, а другое дело, если мы имеем дело с процессами, которые в будущем, например, могут иметь другой вид, качество, то есть развивающийся процесс. И таким образом мы должны четко выработать позицию, как бы некой такой усредненной нормы, что в целом мы хотим от ситуации. Ну, например, там структура всеобщего воскрешения, вечного развития, вечной жизни подразумевает полное выравнивание информации до нормы во всех аспектах реальности. Поэтому получается, что вот с точки зрения Бога он вводит норму вечно развивающуюся, то есть с точки зрения Бога любой уровень развития он всегда нормированный. Поэтому получается, что мы имеем позицию управления таким образом, что выделение нормы – это есть выработка совокупного статуса жизни человека, при котором человек фактически живет, определяя норму в виде как бы следующего типа управления. То есть первый импульс управления проходит через фазу нормирования прошлых событий, выравнивания прошлых событий в норму. А следующий уровень управления переходит уже в фазу управления будущими процессами. То есть любая структура будущего содержит нормированное прошлое. И, кстати, если посмотреть, как развивается скорость развития будущих событий, то можно увидеть, что наибольшую скорость имеют события, где прошлое имеет нормальный статус. Ну, то есть обычный статус, который соответствует какому-то процессу социальному, там, физическому, физиологическому и так далее. И поэтому получается, что с точки зрения выборки будущих решений, вот как сделать будущее более, так скажем, просветленным, в любом случае для структуры всеобщего спасения сделать макроспасение, здесь вот видно, что максимальную скорость можно получить, если мы идем по ряду нормированных событий, то есть фактически событий, имеющих абсолютную норму. Вот с точки зрения Бога, у него опорная точка управления всегда, так скажем, абсолютно до бесконечности развита в позитивную структуру, потому что все прошлые события он рассматривает с точки зрения своей внутренней нормы, да? То есть он рассматривает, почему то или иное событие происходит, и с точки зрения бесконечного развития, как будет выглядеть статус этого события в будущем. То есть он одновременно смотрит и точку, и какие-то звеньевые связи, и бесконечный луч. То есть объединение многих систем восприятия и управления. Вот здесь, в этой технологии тоже очень важно, когда мы рассматриваем управление таким образом, что делаем обобщенную систему связи, которая имеет абсолютно точную связь как с будущими процессами, так и с прошлым. Будущие здесь более прозрачно видны. Кстати говоря, в условиях как бы жесткой нормы или нормирования определенного ряда будущих событий есть системы, которые вообще нельзя обойти никак. Да? Например, там
задача всеобщего воскрешения, реализация всеобщего воскрешения – это безусловная задача, это безусловное действие, которое в любом случае произойдет. Вот. Это как бы принцип абсолютной структуры будущего, которая тоже никак не меняется. Мы не можем, например, видоизменить структуру с точки зрения прошлых событий. И вот по такому типу любые ситуационные системы, они строятся по уровню того, что те, которые нуждаются в обязательном нормировании, то есть в обязательном доведении до уровня той логики процесса, что все в мире можно вернуть в нормальное русло. И тогда получается, что человек, который воспринимает ситуацию на уровне управления, то получается, что он может выработать как бы два таких контекстных механизма управления. Первый – это идущая навстречу ему информация, которая как бы предупреждала, да, о каком-то событии. И вот эта вот информация, она должна была быть выявлена в виде каких-то встречных действий человека. И вот когда вот эта вот как-то объединенная такая интегрированная величина начинает работать на статус человека, то он, получается, попадает уже больше часто в идеологический статус действия, то есть умение увидеть за какими-то событиями идеологию, которая распространима на все явления его жизни. И вот когда он начинает, такой управленец, видеть, что структура того или иного события, она находится все-таки в структуре именно вечного развития, то это есть определенная, так скажем, духовная платформа для совершения того ряда действий, там, мероприятий, которые будут видны с точки зрения вот такого вот интегрального, объединенного уровня нормирования событий и управления через этот уровень. А вот управление происходит уже как структура, где идет уже в оптическом диапазоне свечение созданной нормы пространства-времени, а дальше уже мы получаем управление таким образом, что если мы рассматриваем управление как структуру света, некой предварительной нормы, да, то, что мы хотим, чтобы было нормой. Например, там уровень неумирания людей, это есть тоже уровень абсолютной нормы. И свечение данного типа, если его сильно развивать в оптике, то пространство управления становится таким. То есть люди, которые соприкасаются с таким пространством, они начинают входить в эту систему и начинают в ней работать. То есть, принцип неумирания, принцип вечной жизни распространяется как уровень оптической передачи информации. И получается, что когда мы находим этот статус как статус действия, в условиях, что коллективное сознание, например, часто не поддерживает на текущем времени, например, на начало 2006 года, тот уровень, что вечная жизнь достижима за счет технологий сознания, за счет технологий просто духовного развития. То есть не все люди, да, как минимум, знают о таких возможностях на уровне логики, на уровне каких-то простых процессов объяснения, то получается, что принцип нормы — это больше сейчас внутренняя норма человека, который этой технологией занимается. Вот если мы хотим в коллективном сознании видоизменить статус этого процесса, а его нужно будет видоизменить, потому что тогда мы имеем фактически обратное влияние коллективного сознания по нормированию ситуации человека. То есть получается, что мы можем вполне выявить такой принцип управления, когда передача информации в коллективный статус приводит к тому, что информация вокруг человека выравнивается, потому что в коллективном статусе информация выравнивается до нормы, то есть потому что это начинает происходить в реальности. И, например, уровень нормы, например, если мы рассматриваем статус всеобщего воскрешения, как раз там уровень взаимной нормы, взаимного, так скажем, свечения информации приводит к всеобщности. То же самое можно распространить на любой другой процесс любого другого типа. И когда мы переходим, например, к системе управления просто по универсальному ряду, нужно видеть, что вот именно рост вечности, так скажем, в системе будущих событий, это прежде всего задача личного выбора, который обусловлен знанием информации. А вот знания базируются на каких-то опять критериальных нормах, да, каких-то позициях, которые, например, с точки зрения неблагоприятных событий не должны произойти с человеком. Тогда получается, это один из критериев, да. А второй критерий, что должно быть в позитивном плане.
Но в первую очередь, конечно, человек в виде опорной системы имеет, что, возможно, неблагоприятное не должно, например, произойти. И получается, что вот этот уровень неких таких граничных, что ли, условий, он должен быть изначально заложен как уровень все-таки предшествующего действия, да, до импульса управления. Следовательно, получается, что само управление выглядит как уровень нормированных систем, то есть неких критериев, которые имеют концентрацию, обычно это как бы полудуга некая в системе управления, вот, то есть можно выделить даже в системе информации как объективный фактор, что из себя представляет, ну, так скажем, накопленный опыт не только вами, но там, людьми в цивилизации, что есть критериальный уровень, который должен быть соблюден. То есть не выделять там спектр отрицательных событий, а в принципе просто выделять критерий. И вот такие полудуги, которые связаны между собой, причем они не линейно связаны, не одна заканчивается, другая начинается, такое тоже есть, но именно принцип такой полудуги, где мы выделяем структуру управления, да, ну, своеобразное такое коромысло, то есть с одной стороны, если брать там принцип такой сопоставить, что есть ведро воды, с другой стороны есть идеология по такому же ведру воды, да, то получается, что можно одно ведро представить мысленно, одно иметь физически. И вот когда мы начинаем переносить образ мысленного на физическое ведро, получается, что они где-то совпадают, да, то есть они начинают быть одинаковыми. То есть вот перенос мышления на физическую реальность — это из действия человека, предварительное действие человека. То же самое, что Бог предварительно сделал действие, потом он перенес структуру на физическую реальность. И когда мы начинаем видеть информацию, ну, для той же воды или вообще любую другую информацию, заложенную в предварительном действии физического типа, а затем наложение со структурой мышления, мы должны достаточно, так сказать, доходчиво, быстро и просто доводить до исполнения все то, что у нас предварительно возникает в виде информации, чтобы потом, например, не исправлять, да, длительное время то, что было, например, сделано некорректно. То есть, если опять рассмотреть какие-то проблемы по тому же там, варианту там, в прошлом ядерных взрывов, по войнам и так далее, то получается признак некорректности, вообще говоря, ненормированности в самом глубоком понимании, что здесь не должно было быть, например, массовых, да, уничтожений, не должно было быть там массового вреда, переносится на то, что не должно быть вообще для одного человека, это сейчас, не должно быть, например, там смерти для одного человека. И мы переносим структуру управления в абсолютный статус. Если достигается это для одного человека, он не умирает ни при каких условиях. Получается, что мы структуру войн, там, предшествующих систем, начинаем выводить в систему нереализации. А при всеобщем воскрешении, при этой идеологии, внесенной в структуру прошлых событий, реструктурирует само понятие войны, где есть жертвы, да? То есть мы постепенно выводим информацию на уровень логической приемлемости, на уровень некого такого гармонического уровня восприятия, где мы можем детализировать уже информацию и пользоваться ей как фазой гармонической и гармоничной. То есть, беря какой-то там документ, делая какое-то действие, мы находимся в некой нише информации, где вечная жизнь обусловлена тем, что предшествующий опыт доказал, что это так и надо делать, что уже не остается критериев, когда это не реализуется. То есть ставить вечную жизнь на поток реальности, а не только на задачу управления. И когда мы начинаем выводить это как объективизированный фактор реальности, что куда уже там можно больше, да, столько было разных войн, столько уничтожений, давайте перейдем на нишу вечного развития, где это неосуществимо. И дальше мы начинаем вот в этой нише двигаться, ну как там с потоком воды, да, где-то вот, если сравнить, что вот река некая там или какое-то движение происходит, и какая-то молекула течет одновременно с этой водой. И вот общий поток захватывает всю структуру. Если рассмотреть молекулярный уровень там, в большом потоке воды, то молекула с точки зрения объективизированных факторов действия находится в состоянии покоя. Вот это всеобщее движение оценивается как структурой относительного покоя, да, этой молекулы. Получается, что если мы обобщим структуру, нельзя, конечно, переносить напрямую к структуре управления, которую делает человек, но, тем не менее, если мы рассмотрим процесс покоя и действия человека, обычного действия, как структуру
некого стационарного состояния вот в бурном потоке именно вечного развития, да, условно говоря, то, или там напрямую, то получается, что спокойное состояние человека это и есть выдержанность этой позиции. То есть сам человек это и есть представитель той системы реальности, которая вечна. Любое стационарное состояние это и есть признак вечности. И выявление вечности, и сама структура вечности. То есть когда мы начинаем переходить в этот статус управления, то мы видим, что возле человека возникает на оптическом уровне достаточно много конкретных совершенно техник, технологий управления, которые выявляются как технологии буквально там прямого такого прагматического толка, что на уровне свечений, на уровне того, как он распоряжается этими свечениями, так у него и происходит событие. То есть любой, в принципе, другой человек может пронаблюдать и увидеть, что на уровне там макросозидания делает другой человек. То есть передача опыта, как раз вот по моему учению, через эту технику нормирования событий прошлого обуславливает очень простой и доходчивый метод передачи информации. И вот когда мы начинаем видеть структуру как необходимую, там, лично необходимую для человека, первая задача сделать так, чтобы в будущем ни у кого там, из людей не было необходимости приводить вообще какую-то ситуацию к решению такой вот личной, ненужной как бы задачи, где вот были неблагоприятные условия по событиям прошлого. А дальше мы начинаем видеть ситуацию действия, да? То есть первое это обязательно отсечь весь круг неблагоприятных систем, чтобы они не стали личными. То есть просто личность человека, как вот, в задаче управленца, по моему учению, стоит, что это в любом случае для всех и для каждого технология вечного развития, значит, все-таки речь идет лично о каждом человеке. И вот если отсечь структуру от всех неблагоприятного контекста событий, то получается, что совокупно как бы зоны или уровни неблагоприятного уровня развития событий, они уже могут вообще сходить на нет. То есть получается, что здесь ситуация управления такова, что мы можем через коллегиальное действие вытеснить сам спектр неблагоприятных событий в сторону от возможного ранга событий. Тогда получается, что силы, так скажем, деструкции, они просто не будут иметь физической возможности что-либо производить, потому что не будет даже фазы мышления такого типа, который может приводить, например, к преступлениям и так далее. Вот здесь видно, что идет влияние на структуру мышления при таком уровне действия. И когда мы начинаем видеть, что структура мышления варьируется, да, в зависимости от коллегиального действия сознания, то есть, например, там, большинство людей, или там, все люди сосредоточены на том, чтобы вечная жизнь, система прерывания жизни не реализуется у одного отдельно взятого человека, потому что вся структура мышления работает как система воспроизводства этой информации. То есть в мире, например, там, так скажем, есть определенное количество информации. Всю информацию можно взять в какой-то величине, там, автономно выразить там, в каком-то объеме. Да? И вот если все люди нацелены на вечное развитие, или там большинство, то для того, чтобы эта платформа на чем-то базировалась, другая фаза, которая этого или не знает, или там как-то по-своему воспринимает развитие, или, например, там не хочет, да, познавать законы там, развития по линии Бога, вот эта система уже выступает как носитель информации вечного развития, то есть платформа, то есть неактивная часть, так скажем, да? Но неактивная часть постепенно начинает преобразовываться в сторону актива, то есть она начинает, являясь платформой, начинает там прорастать и этими идеями тоже каким-то образом значит, воодушевляться, так скажем, да, или развиваться в структуре этих идей. То есть видно, что при большом количестве именно, так скажем, людей, которые развиваются в сторону вечного развития, мы имеем структуру такого плана управления, что те, кто не развивается там или не знает, что это возможно, они, тем не менее, пусть сначала пассивно, но потом уже активнее начинают развиваться в сторону, опять-таки, идеи вечного развития. И вот здесь вот их, возможно, негативный, например, опыт, да, который накоплен, какие-то негативные, или, может быть, они называют это фатальными событиями, которые они считают, что нельзя преодолеть, было бы.
и в будущем они не имеют никакого решения. Как только они видят, что управленцы, например, по технологии моего учения могут преодолевать такую систему событий, то получается, что они, естественно, становятся сторонниками. То есть вот коллегиальный уровень развития идеи вечного развития очень важно часто ставить на уровне, возможно, нерешенных ранее проблем, со структурой решения. Например, там все-таки идеология и действия по воскрешению – это решение проблем. Например, управление структурой прошлого для нормализации любого аспекта будущего – это решение проблем. И вот когда мы видим, что люди приходят к тому, что есть определенная стыковка, одна нерешенная, другая решенная, скажем, сравнивая это для более простого объяснения, что в неком движителе есть следующий ресурс, да, в управлении, и этот ресурс может тянуть ту систему, которая не имела данного уровня действия. И вот мы предлагаем дополнительный, следующий ресурс, более глубокий, более реальный, так скажем. Да? И реальность оценена не в том, что мы просто что-то идеологически предлагаем там, и даже показываем, что это, да, вот, например, происходят те же самые воскрешения, что, несомненно, в любом случае будет всеобщее воскрешение, ну, явление, относящееся к структуре вечного развития. Как только мы это показываем, мы видим, что речь идет о самом человеке. В структуре любого человека есть прежде всего он сам, где заложена его качественная характеристика вечной жизни. И получается, что он начинает воспринимать самого себя. То есть от того, что мы правильно представляем, например, такую работу, ну, предположим, для целей пропаганды, да, чтобы больше в фазе коллективного сознания людей было задействовано в этом процессе. Потому что, как я сказал, чем больше, тем быстрее решается вопрос обратного хода событий. Пусть не в прямом часто понимании, но, по крайней мере, что вопрос решается. И он решится, да, в любом случае. Причем. То есть, получается, вот эта характеристика решаемости любого вопроса в позитивную сторону, макросозидательную сторону, начинает привлекать и тех людей, которые, например, рождаются в будущем. То есть передача структуры мышления, структуры будущих событий, уже настолько скорость вот этого свечения с учетом нейтрализации, да, негативного опыта возрастает, что структура будущего человека уже организовывается как структура человека вечного. Например, технология воскрешенного уровня, то есть человек воскрешенный воскрешается со структурой неумирания сразу, то есть следующий дополнительный фактор возникает в будущем. Неумиравший человек уже имеет бесконечное количество способов неумирания. То есть не какие-то локальные методы, или эффективные, или может быть, которые нужно долго познавать, а именно бесконечное количество, причем выборка такая, что в любой фазе управления количество всяческих способов опять бесконечно. А раз бесконечные способы, то любой способ является способом неумирания. Да? И вот таким образом мы развиваем постоянно скорость действия, когда перед нами уже те горизонты управления, что мы, решая задачи, которые перед нами существуют, сейчас, в меру социальных условий, в меру того, что у человека есть те или иные условия в жизни, мы, тем не менее, имеем достаточно, я все-таки считаю, мощную платформу при таком подходе учета прошлых событий, что влияние на прошлые события настолько велико, что некие, так скажем, системы оппонентские, те, которые, например, действуют или против, или не хотят рассматривать систему вечного развития как таковую в целом, или не считают, что существует такая область знаний, или наоборот знают, но препятствуют специально, то вот этот уровень, он начинает уже быть нефункциональным в их идеологической позиции, потому что при полном восстановлении информации все их усилия уже тщетно получаются. То есть они понимают, что они не достигают цели любым видом разрушений. И как только такая философия распространяется в виде действия реальности, вот опять же действия реальности, то дальше мы видим, что, например, атомная бомба, она не взрывается. Более того, она может на физическом уровне все меньше проявляться. До полного исчезновения это может быть программа политического уровня уничтожения, например, ядерного оружия, а может быть и совсем другое изменение вещества, где преобразование вещества, предположим, если плутония добавить
один, скажем, микроактивный элемент, то происходит нейтрализация как такового принципа ядерного синтеза как взрывной энергии. То есть происходит, но просто будет нейтральное вещество, которое не взрывается. И так далее. Поэтому получается, что перевод сознания в фазу управления мы можем выработать этот элемент простым движением, если на уровне физических опытов взять там нейтрино и выбить протон, например, за счет близкого прохождения нейтрино, при этом с высокой скоростью, такое вещество возникает. Это чисто техническая проблема, которая решается очень просто. Значит, можно, получается, из любого там количества ядерного оружия сделать обычное нейтральное вещество по типу там кремниевых систем, настолько же оно будет нейтрально по отношению к внешнему миру. И получается, что исходя из системы управления, связанного там с преодолением некого негатива, например, там в Хиросиме и Нагасаки взорвались атомные бомбы, проходя по структуре восстановления жизни каждого из пострадавших, мы нейтрализуем ядерное оружие, например, в структуру не только поражения от ядерного оружия, а вообще от любого вида массового поражения. И находим общетиповые признаки, что возникает в этом случае. Дальше мы видим опорные точки, что если мы достигаем отсутствия поражения для одного лица физического, то вообще ни о каком оружии уже дальше речи не идет. Оно просто неэффективно и не нужно, получается, производить. То есть, исходя из структуры такого варьирования событий, основная задача дальше стоит в том, как окружающие люди должны получить помощь от вас, от того технолога, кто этой задачей вообще владеет, как задачей просто даже. Ведь как только вы начинаете выполнять задачу, часто это уже и есть исполнение задачи. То есть вы попадаете в поле не уязвимости, а получается, что внешние люди, которые об этом не знают, как сделать так, чтобы они приняли эту технологию. И здесь возникает опять же задача обязательного нормирования всего отрицательных событий для уже другого человека. То есть сейчас рассказал, что мы имеем в данном случае про управленца как активного управленца, а для другого, когда мы хотим передать, то передача личного опыта, позиционного опыта по преодолению, это, как правило, достаточно хороший, может быть, лучший путь, именно идеологическая позиция действия управленца по отношению к другому. Передача опыта к другому — это есть устойчивость, идеологическая устойчивость самого управленца. Но при этом устойчивость может быть не только в том, что он что-то не делает или там во что-то не верит, а он может делать и верить, но при этом не проявлять активность. То есть, например, на словах это может никак не проявляться, или в действиях. Именно передача в действиях, передача позиций, там, яркая, например, открытая передача позиций, там, следование вечному развитию для блага всей цивилизации. Тогда получается личная задача, это задача цивилизации, в целом. И здесь следование для жизни всей цивилизации, как для жизни любого человека, причем вечной жизни, начинает все-таки направлять другого человека в сторону восприятия этого сигнала, скажем, этого действия. И здесь, если будет воспринят хотя бы один вариант, то на уровне даже философии мышления, так скажем, понятно, что по отношению к оппоненту, когда есть механизм решения, например, у технологов, по моему учению, вообще у технологов просто вечного развития, если брать направленность, например, христианской философии по воскрешению, здесь всегда есть путь жизни. И когда мы рассматриваем структуру управления, что свойственно, в принципе, любой фундаментальной религии и, как правило, описано в любых, документах, которые сопровождают какие-либо созидательные организации, где-то между строками или как-то проявлена эта стратегия созидательности, то получается, что когда мы начинаем эту нишу показывать для людей как некую технологическую нишу, то видно, что на уровне логики, на уровне общественно-социальных процессов у нас достаточно много поддерживающих сторон должно быть у технологов именно вечного развития. Вопрос только в том, как дотянуть этот спектр
управления до приемлемой фазы в любую другую систему. То есть любая система, там, будь то экономическая, там, философская, научная, философия тоже, как скажем, все-таки наука, но вот именно я имел в виду философскую больше обобщенную точку зрения, где мы рассматриваем некую позиционную философию, где вот люди могут что-то допускать, что-то не допускать. И вот пролонгация управления в систему действий, в систему жизни здесь на уровне практики управления через нормирование переводится к тому, что в любую систему можно ввести управление, если мы вот эту позиционную систему нормирования для управления будущими событиями ставим как систему нашего личного действия и действия любой другой системы. Тогда получается, что исходя из уровня, так скажем, пролонгированного или там макродействия, мы можем вот этот, скажем так, интегральный или там макроспектр или локальный спектр любого будущего события видеть как событие, которое существует в нормальном, там, в явном виде сейчас. То есть вся стратегия всех будущих событий нормальна для личности, для максимального количества личностей, а в идеологии вообще для всех. И вот преодоление каких-то нюансов, там, связанных с частным уровнем действия, да, с частным уровнем событий, это всегда то, что обусловлено имеющимся аппаратом действия. То есть человек всегда готов принять какие-то меры, он всегда готов какие-то действия произвести, что дает ему возможность, ну, во-первых, он такой же, как, естественно, и все люди, которые там даже, ну, там, скажем, не знают про управление, не управляют, то есть этот спектр управления, он, естественно, проходит, то есть он имеет обычные возможности, ну, общеусредненных там социальных программах, которые существуют для любого человека, и при этом он имеет возможность преодолеть любую систему, которая может быть там негативной, да, возможно. Тогда получается, что через такой уровень позиционный, естественно, такая личность, такой человек, он обладает возможностью там, передачи опыта более на резервированной, так скажем, основе, да, любого, в принципе, опыта позитивного. Значит, затем он может, там, скажем, преподавать, то есть определенные знания прямо или там неявно, мыслеформами. И получается, что задача такого управления переводится к задаче действия личности в условиях сосредоточенного решения внутренних задач души. То есть вот как раз таки в этом случае мы решаем те задачи души, которые изначально поставлены душой для каких-либо действий. Чтобы неблагоприятное событие сместить, здесь достаточно часто сказать, что для души этой задачи не нужно в будущем. Фактически ведь накопленный свет некий, да, так скажем, ну, решение там негативных каких-то проблем, он начинает именно действовать как фактор действия души, насыщенного и направленного действия души по конкретным уровням событий и действий. Чтобы вот это действие было планомерным, так скажем, простым, таким, что можно было усвоить это действие самому человеку, другим людям, мы видим, что вот в механизме там, преобразования души через действие Бога как раз таки и стоит механизм преодоления. Вот для того, чтобы этот механизм был выровнен и воспринимался как уровень совершенно частный и всеобщий, нужно всегда следовать уровню, так скажем, сверхбыстроты информации. То есть в этом уровне мы видим, что вся информация мира, так скажем, пересекается в душе на сверхвысокой скорости. Вот если задуматься вообще по механизму, как происходит действие в управлении, то получается, что можно рассмотреть систему жестких связей, а можно рассмотреть как систему очень быстрого пересечения в какой-то определенной точке всей информации, там, почти мгновенного, да, или вообще мгновенного. И вот если мы рассмотрим такие точки, где он их, ну, так скажем, внешний наблюдатель может воспринять, где их создал Бог, то получается, что такой как бы интегральной системы действия, там, моносистемы или даже так
если рассмотреть системой объединяющей и вот такой вечно существующей, вечно действующей системой является сам человек, где скорости сверхбольшие, и первая система приближения – это система мышления человека. То есть в этом случае, в этом управлении мышление рассматривается как система, идущая к человеку. То есть мысль первично воспринимает эти сверхскорости и начинает двигаться в сторону человека. То есть при этом скорости касаются самого человека. Воспроизводство информации таково, что мы имеем направление движения, хотя в сторону человека, но информация для физического человека уже была. Значит, информация для физического тела, где тело всегда существует, всегда есть. Значит, тело человека не может не существовать. И получается, что вот направленный сигнал, вот опосредованное звено, такое как мышление, мы, люди часто воспринимают как внешнюю систему, как будто мысль где-то появилась, и как бы потом уже воспринимается определенной средой, так скажем, на информации на уровне восприятия, то есть волна восприятия где-то возле тела. А часто считается, что мысль идет как бы извне, да, хотя это один и тот же человек. И, естественно, мысль, она существует только в структуре и тела, и души, и духа, как интегральное характеристическое восприятие, совокупное. И получается, что хотя это касается тела, но воспринимается как внешняя волна. Если вот с точки зрения наблюдателя посмотреть, как раз это совпадает с тем, что сверхвысокие скорости, трансформируя структуру мышления, дают образ. И вот когда мы рассмотрим механизм трансформации в образ, что человеку нужно делать, то значит человек где-то лично принимает решение, он где-то лично участвует в том, чтобы на уровне души, например, чтобы распределить себе систему мышления и получить то, что он хочет. Он получает только то, что он сам себе воспроизводит в этом случае. То есть из высоких скоростей он выделяет то, что его касается, или там касается всех, формирует себе мысль и как бы отсылает на уровень следующего восприятия. А вот когда он действует в этой системе, как он выражен, да, человек, вот управление будущим через систему безусловной нормы предшествующих событий. Сверхскорость, которая подразумевает наличие первичной нормы, где события отрицательно еще не реализованы. И здесь получается, что мы имеем как раз таки систему действия, где в принципе как раз видно, что управляющая личность, то есть личность, которая управляет, она изначально управляет всегда. Точек отсутствия управления у личности в принципе вообще реально не существует. Это вот я сейчас показал одну из областей, которая характеризует управление через структуру мышления. Формирование мысли личностью человека, при этом для людей, не занимающихся управлением, мысль формируется как первичная мысль, как будто бы она откуда-то, например, пришла, или она сформирована каким-то фактором, как бы внешним. Вот другой вопрос, чтобы опознать и распознать систему первичного действия, как вот формирует мысль сам человек, то есть вообще чем он формирует мысль, если он формирует и при этом, скажем так, он не рассматривает структуру его личного участия, кто не занимается управлением. Но если мы рассмотрим структуру, например, сна человека, то есть образы, но это не связано с тем, что человек спит, да? Он образы видит, но при этом соотносит с информацией сна, потому что во сне он эти образы видит и считает, что это просто состояние сна. А вот формирование, где происходит формирование образов? Физическое состояние, например, сон. И то же самое, если перейти таким образом к структуре как бы действия организма просто человека, то получается, что физическим состоянием здесь является клеточный уровень, взаимно реагирующий как бы друг на друга, так скажем. Одна клетка, реагируя на другую, и другая там на первую и так далее, они организовывают как бы межреагентное такое, скажем, пространство на уровне оптики просто. И когда мы начинаем входить в уровень действия, Бог, который создал мир, получается, что любой уровень воспринимается как его дальнейшее действие, то любое действие клетки по аналогии просто это действие человека. Импульс, идущий от клетки, это тоже действие человека. И получается, человек начинает как бы
развиваться в бесконечность, да? Некое такое свойство прорастания межклеточного уровня. И получается, что фазы бесконечности базируются на межклеточном уровне. А там как раз события прошлого, будущего, настоящего. Клетка существует на фазе предварительно прошлых событий. Если она там не возникла где-то буквально мгновенно, да? Но когда мы рассматриваем мгновенную фазу возникновения, то мы видим уже вертикальную систему стабилизации информации, где практически есть механизм для создания этих клеток. Некие такие стволовые, то есть вертикальные системы, на верхнем основании развивается клеточная функция. Есть понятие схожие стволовые клетки и так далее, да, первичный уровень формирования, например, материальной системы. На информации мы можем таким варьированием, просто геометрическим перемещением небольшим этих вертикальных систем организовывать всю внешнюю область. То есть фактически формировать клеточную структуру. Когда вы начинаете формировать с учетом предыстории действия материи клетки, то мы видим, что сюда заложена вся система развития вообще цивилизации. Вот можно видеть все проблемы цивилизации, которые нужно решить и которые, в общем-то, выразились в том, что эта информация присутствует, например, в клеточном делении. Да? Эволюционный вариант развития в данном случае проявлен как система влияния накопленного в эволюции опыта, так называемого. То есть здесь получается, что управление эволюционным свойством собственного развития — это есть действие по учету эволюционной среды, влияния эволюционной среды, хотя бы по оптическому принципу. Тогда можно выработать принцип, взять в эволюционном развитии какую-то точку, которую можно сместить в управление прошлым, и тогда получается, что весь спектр будущих событий может быть благоприятен. Либо час, секунда, или вообще бесконечное время. Главное точку развития взять точную, может быть, она даже незначительная. И эволюционный путь, который соотносим с человеком как просто информационный путь, человек воспринимает всю структуру любого развития, включая весь путь предшествующей информации, не только эволюции, например, который считается, что относится к человеку. Тогда понятно, что человек, являясь совершенно неизменяемым, по биологическому виду, типу, может на уровне просто информации воспринимать эволюционную систему развития мира, и тогда получается, что он вплотную-то никак и по существу может не контачить с этой системой, он может на нее влиять. Тогда получается, человек находится выше системы эволюционного уровня развития, любого уровня, он находится на уровне фактически действия Бога, то есть Бог изначально самого создавшегося и создавший мир, он же не имел никакого предшествующего фактора развития. В человеке есть и первичный, совершенно уникальный фактор, только к нему относящийся, почему сказать уникальный. А также есть и уровень, реагирующий на предшествующую фазу развития всей информации, куда входит эволюционный параметр. И когда мы начинаем этот эволюционный параметр выводить на уровень управляемости будущими процессами жизни, не только биологической жизни человека, то получается, что соединенные характеристики прошлого формируют отдаленную структуру уже улучшенных с этим опытом будущих событий. То есть улучшением является влияние опыта. Имеется в виду практического набора данных, где были данные по улучшению ситуации. Опыт не в смысле слова опыт как эксперимент, а опыт, накопленный опыт путем трудом, каким-то трудом, и поэтому получается мы должны рассматривать это управление таким образом, что если мы делаем управление накопления, например, путем труда как конкретного человека или трудом всех людей, то получается, что здесь влияние будет очень устойчивым на перспективу развития, когда мы можем сказать, что определенный тип опыта гарантирует вечное развитие всем людям. Выделение определенного типа опыта человека для гарантии вечного развития всем людям, как я уже раньше говорил, что если хотя бы один не умеет, то мы находимся на том же месте. При любых технологиях вечного развития, хотя бы один не умеет, то
получается, мы, в принципе, говорим о том, что в целом система не выполняет функции вечного развития. И получается, что именно развитие такое, которое бы передавалось всем, здесь вот этот вот уровень накопленного опыта подразумевает выделение этого опыта как структурной величины. Какой опыт может быть, который гарантирует вечное развитие? И в чем вообще он заключается? Если говорить о каких-то физических, механических действиях, то это, как правило, с развитием бесконечного количества информации сказать, что мы будем иметь, например, один и тот же уровень возможного преодоления ситуации, естественно, нельзя, потому что могут быть совершенно другие условия развития, там, другие кометы, метеориты, планеты и так далее, где-то с внешнего космоса, например. Тогда получается, что мы должны ориентироваться на духовную структуру. Значит, опыт, заложенный в духовном плане, в духовном уровне действия, вот воспитание идеологии действия, это основной опыт, который является гарантией вечного развития. Структура выделения идеологического, духовного опыта действия. А значит, духовное, там, душевное, с помощью технологий там, сознания, души, действия тела, преодоление каких-либо задач, так скажем, да, решения задач именно в сторону вечного развития. То есть это, в принципе, по сущности, сам фактор действия любого человека в этом направлении. И вот когда мы начинаем вот именно уровень действия выявлять, тогда мы приходим как раз к действию личности. Вот кто регламентирует с точки зрения личности некую такую систему, может быть, таких шлюзовых, что ли, уровней действия на формирование мысли. Какую и кто, с точки зрения личности, да, пропускает информацию для формирования мысли. Это вот как раз-таки идеология, первичная идеология, максимальное количество идеологии в действии человека. То есть это, хотя, конечно, это сам человек, но вот именно дух, развитая структура бесконечности, дух, который делает то, что делает Бог, значит, как раз вот такой дух, движущийся, да, и движущий реальность, и движущийся вместе с реальностью, он формирует на сверхбыстрой также бесконечной скорости, формирует вот эту, именно структуру мыслеформы. То есть развитый дух, развивающийся дух. И тогда получается, что мы действительно тогда при таком действии тот, так скажем, фрагмент, оптический уровень духа, который развивается, он же новый, и человек его не успевает сразу осознать. То есть он уже развился, он сформировал мысль, но это тот же самый человек. И получается, что получается информация как будто бы новая. Хотя она духовно предварительно сформирована. Или сформирована, может быть, уровнем души. Значит, такие структуры личности, как дух человека, душа человека, это несомненные объективизированные, совершенно объективные уровни реальности, которые проявляются для всех, не только для человека или для группы людей. И тогда получается, что мы можем эту объективную фазу реальности находить в любой системе физической реальности. И вот когда мы начинаем находить, то мы тогда имеем данные о системе любого объекта. То есть мы можем сказать, что, например, касается какой-то предыстории какого-либо материального объекта. Вход в так называемую информацию, где можно знать там прошлое объекта, а значит там, пролонгировав управление дальше, увидеть будущее на стадике именно идеологии. То есть получается точная диагностика прошлого и управления будущим заключается в том, что мы в данном случае вышли на духовном уровне в структуру объекта, в область как бы некого носителя величины, а дальше делаем выборку по максимальному уровню практически, так скажем, идеологического фактора управления, то есть такого фактора, где идет именно накопление такого как бы стандартного опыта улучшенной там или лучшей идеологии, и дальше получается, что мы вполне имеем такую структуру управления, что в этом случае управление совершается за счет знания о будущем какого-либо объекта информации и одновременного
уровня через духовное управление прошлым. Вот я сейчас предлагаю сделать такое управление, то есть выйти на все объекты информации, которые вас интересуют, и за счет этой именно идеологической духовной выборки сделать платформу доступа, увидеть будущие объекты и управлять уже как обычной универсальной системой. То есть непрерывность между прошлым и будущим, и будущее управляется любой универсальностью, просто волевым усилием. Сейчас поработаете, я поработаю вместе с вами. При управлении такими процессами, вот, связанными с прошлым, необходимо, чтобы будущее было обязательным в макросознательном смысле, так же, как и произошло прошлое, да, какого-либо типа и порядка. То есть получается, что исходя из уровня управления, любой опыт прошлого, включая негативный, да, скажем так, какой-то уровень неблагоприятных событий, должен приводить только к тому, что будущее макросозидательное, вечное будущее для любого объекта информации наступает. Здесь очень хороший механизм использования массы информации прошлого, известной там человеку, для того, чтобы сфокусировать все только на одной задаче вечного будущего развития. То есть фактически речь о том, что есть некая там полусфера, которая вместе с будущим это целая сфера, где проекция в одну точку только идет вечного развития. И вот когда мы начинаем эту сферу изучать, то это очень сильный практический механизм для вечного развития в любой следующий элемент действия. То есть все события прошлого, там, включая негативные или там, позитивные, светят в центр, например, сферы, где есть человек вечно живущий, а дальше, то есть это вы сами, ну, может быть, любой другой человек, с кем вы работаете, а дальше вся внешняя сфера событий, это есть то, что он может, в принципе, выбрать, да, ну, какая-то оценка характеристики действия. И тогда, получается, совершенно прозрачно можно увидеть какие-то ситуации, например, там, номер машины, которая будет там в будущем, ну, какие-то могут быть там проблемы, да. Например, предположим, там, раз одна из линий развивается, можно проверить линии развития от этого центра информации. Например, там, машина номер там, 596, да, почему 9, там, почему пятерка. И мы начинаем рассматривать, что сделать тогда, чтобы улучшить события. Ну, можно взять там, увеличить концентрацию на числе 9, и все, больше ничего не надо, события расформируются. Использование объектов физической реальности, чтобы делать управление. Ничего больше мы не придумываем, просто берем и работаем с физической реальностью. Там, предположим, есть проблема обрушения здания. Мы берем, концентрируемся на просто на уровне со стороны угла здания, и здание тогда не обрушивается, вовремя находится причина, да, или просто не обрушит, никто не знает. И может еще там сколько угодно стоять, не будет представлять опасность для человека. То есть умение работать с объектом физической реальности. Вот работа напрямую происходит так, что выявляя тогда структуры в соотношении системы прошлых событий, очень просто развить такое чисто прагматическое ясновидение, когда неблагоприятные ситуации, там, например, больше не повторяются. Тогда получается, что вот этот уровень постоянного такого тренингового типа, так скажем, прошлые события, которые произошли, постоянно светят в будущее, как некий экспандер, вы все время вытягиваете до уровня нормы, то получается, что вы все время находитесь в базе точных знаний. Элемент как бы сканирования будущего за вас как делает вот эта система опорных точек прошлого, где вы всего лишь навсего улавливаете только позитивный, уже измененный, улучшенный сигнал. То есть опыт, который может быть даже в том числе негативный, там, в истории развития цивилизации, каких-то неблагоприятных ситуаций вообще в целом там, в мире для конкретного человека, постоянно выравнивает ваше будущее. То есть на определенном уровне она в лучшую причем сторону, да, всегда. На определенном уровне получается, что максимальная концентрация каких-то негативных систем дает обязательно позитивное будущее, причем вечное.
негативные системы, прошлые системы, они реструктурируются, то есть распадаются, а если есть точка, где что-то распадается, в другом уровне всегда существует точка вечности. То есть получается, что любое действие приводит к вечному развитию. Да? Любое локальное действие, даже если оно там хорошее, не обязательно оно неблагоприятно, приводит к тому, что есть данные по точному вечному развитию. Причем абсолютно точные данные, которые характеризуются конкретным инструментом действия, как вот я сказал, метод сфера – это фокус всех систем будущего, прошлого для вечного развития, и развитие буквально одного луча из прошлого в будущее дает точные знания будущего. Работа внутри данной сферы, например, дает возможность влиять на события именно в созидательном макросмысле на любую систему действия, и при этом мы вполне можем сказать, что здесь происходит такой принцип, что душа человека, которая развивается в системе все-таки взаимодействия с прошлым, в плотности взаимодействия с прошлым, потому что нерешенные задачи когда-либо по ряду причин, они могли бы быть не решены, да, человеком, не было технологий, или он там не успевал, или не было, или пытался там решить, предупреждал многократно. Но, например, тем не менее, все люди свободны, кто-то не принял к сведению, а ему надо все равно донести и решить, да, в будущем. Тогда получается, что он начинает развивать ситуацию с точки зрения свободы воли другого человека. Главное, свобода воли, свобода выбора, чтобы было реализовано у любого другого человека. И вот именно вот эта свобода воли подразумевает медленное, часто действие, иногда может быть быстрое, но вот донесение информации до другого человека может быть преуменьшено по скорости, если мы рассматриваем принцип свободы воли. Да? Вот насколько здесь можно ускорить улучшение ситуации, так скажем, здесь можно сразу сказать, что как только вы идеологически точнее и быстрее передаете другому человеку все позиции вечного развития, тем быстрее и точнее он начинает вам помогать на уровне, может быть, такого иногда безусловного действия, иногда открытого, прямого. Но тем не менее меньше становится противоречий каких-либо, пусть даже в плане непонимания каких-то, может быть, сложных концептуальных идей, там, сложных технологий. И вот, чтобы понять все системы сложных уровней мира, ведь когда человек в современном обществе живет, он должен, в принципе, на уровне информации уметь познать и понять любые сложные технологичные системы этого мира. Там, например, процесс воскрешения – это процесс, с одной стороны, там, мгновенно, моментальный, там, часто простой, да, потому что человек знает, в душе заложена технология, а в логическом уровне это может быть иногда там усложненный процесс, но при этом он должен все равно достичь этого процесса в управлении. Получается, что понятие сложности не должно быть, человек должен всегда знать фундаментальную, принципиальную структуру любой системы, любого технологически сложного уровня, любого уровня событий. И здесь получается, что вот именно уровень интеграции, то есть передачи такой мощной, объединенной информации любому другому человеку на уровне простых знаний, на уровне простых действий, на уровне, может быть, простых каких-то постулатов, дает возможность понять и сложную систему тоже. То есть если другой человек принял какие-то знания, пусть самые простые, там, например, там, разговор, да, на уровне логики, познания, это разговор, может быть, где принимаются знания, какие-то самые первичные знания. Если они принимаются другим человеком, то все это в состоянии постичь любую сложную систему, логический закон. Тогда получается, что исходя из этого, там каких-то сверхсложных систем несозидательного типа нет. То есть есть, значит, получается, что для уровня созидания процесс мотивируется больше предшествующей фазы в этом уровне управления идеологически нормированных событий, а сложные системы всегда познаются, если они какие-то могут быть проблемными, то всегда есть время для того, чтобы выйти во взаимодействие и уравнять ситуацию до нормы. Получается, что в этой нише событий, в этой фазе управления человек всегда защищен структурой фактически собственного интеллекта или собственного уровня направленности действий.
где интеллект это не конкретно там знание чего-то сложного и недолгий путь обучения, а именно уровень направленности. Интеллект как проявление больше, адекватной, что ли, фазы взаимодействия с реальностью. То есть, простой пример, что если есть возможность там вечного развития, то лучше эту возможность применять. Рассматривается как просто направленность, но это интеллектуальное действие. И так далее. Но это не значит, что технолог там должен что-то долго изучать, а именно фаза интеллекта как принцип выбора. И вот когда мы начинаем рассматривать такое управление, то получается, что для, так скажем, интеллектуально глубокого управления не обязательно что-то много знать или где-то долго чему-то учиться, а достаточно правильно делать выбор в какой-то текущий момент времени. И вот эта правильность в выборе решения, это то, что мотивирует в этом, как я сказал, участке или круге, где, незамкнутом круге, где мысли форма формируется, именно выбор с точки зрения первичного постулирующего действия человека, где физическое тело человека, например, потом где, предположим, душа человека, дух человека направлены на структуру вечного развития, и сама система постулирования, то есть сама система выбора, что до действия духа определяет структуру личного выбора. Это как раз таки уровень такого действия, где мы начинаем видеть, что определяющим уровнем в самом уровне мышления является еще одна величина, которая говорит об уровне просто выбора решения на основе более общих совокупных знаний, как личности, физического тела человека, то есть вообще совокупное знание, проявляемое личностью. Тогда получается, что туда входит, значит, и сам продукт мышления, то есть сама мысль, сам уровень восприятия туда входит, то есть он самоформируется по определенным законам. И если мы начинаем эти законы изучать в соответствии с тем, что происходит в реальности, где человек ходит, как он двигается, то получается, что мы можем видеть, что как он сам воспроизводит свою структуру мышления и определяет ее на уровень поступления информации для человека и уровень восприятия, следующие события, например, физическим зрением или другой фазой мышления, другими мыслями. И тогда мы видим, так же, как делает Бог, воспроизводство информации практически находится в очень замкнутом цикле для человека. То есть уровень внешнего уровня – это уровень больше передачи знаний и обучения, а уровень формирования своей системы – это его личный уровень, проявленный в структуре его личности, где это есть его управление фактически. То есть мы опять приходим к уровню управления, но уже из глубоких позиций души человека, где личность проявлена обязательным спектром своих действий. То есть личность находится в структуре тех действий, где действие обязательное. Тогда возникает восприятие, возникает мышление. Поэтому всегда можно сказать, что никаких проблем нет, человек всегда в социальном плане адаптирован, всегда может жить в любом созидательном обществе и чего-то недооценивать, не понимать в этом обществе, это не соответствует общей позиции человека как личности, как объекта информации даже, скажем, в целом, как созданного Богом, скажем, уровня мира, И получается, что тогда, исходя из этого, мы можем очень четко видеть, что структура управления, которая может быть уникальной, то есть она идет за счет длительного развития, за счет долгих процессов познания, она может очень быстро быть передана, то есть показана и быстро быть усвоена всеми, кто просто позиционно на эту точку зрения перешел. Практически можно мгновенно передавать основную базу знаний, достаточно только, например, того, что человек решил вечно жить. Встал на позицию того, что вечное развитие просто существует, это уже приближение. Если он, например, направился на то, что именно вечное развитие – это его задача, то он сразу же получает еще больше информации. Когда он начинает работать в этом плане, то информация практически мгновенно переходит к нему практически вся. Тогда вопрос
доступа информации, это опять выборка, но уже на уровне вечного развития. То есть в структуре свободной, да, личности в действии максимально, то есть бесконечно свободной, в бесконечном развитии стоит именно личностный, опять же, идеологический выбор вечного развития, где платформой является идеология вечности. Тогда получается, что идеология, она рождается на логике. Вот логически сформированная идеология является принципом действия. Поэтому в основном мир и построен часто, ну, по крайней мере, там, в каких-то сложных технологических процессах на имени вот действия от логических сфер управления. Тогда получается, что когда мы начинаем эту фазу управления переводить в уровень мышления через нормирование и прогностику, то в логике как раз это очень сильно отражено. Логика часто основана на предшествующем опыте действий. Тогда получается, что исходя из действия логического, то есть, так скажем, системного или там логически обусловленного, с действием человека там, в бесконечной, дальней, бесконечно там, приближенной точке, мы можем сказать, что человек в принципе за счет своего мышления полностью определяет структуру личности на уровне вечности своего развития. И, кстати, любого другого человека, если другой человек был идеологический сторонник просто. Достаточно здесь только лишь того, чтобы человек был идеологический сторонник, и он моментально получает практически все знания из этой реальности. И когда мы начинаем таким образом реагировать на реальность, то переход в базу коллективного сознания такой, что значит, тогда логически понятно, что много очень людей может быть сторонником, достаточно только первой фразы дать правильными, то есть показать, что человек может жить вечно, что это его задача там, перед цивилизацией, некая миссия каждого отдельного человека и так далее. И тогда мы видим, что вот так же, как делает Бог, вот эти вот сверхбыстрые системы передачи знаний, там макросистемы это сверхбыстрых, и на уровне одного действия личности тоже может быть сверхбыстрая система передачи знаний. Поэтому также мы можем увидеть, что в общем-то человек, который в основном формирует свои собственные задачи сам, свою собственную систему мышления, как только он действует опять же по передаче знаний, и главное, чтобы они были максимально быстрые в макросознательном смысле для всех людей, то он тогда решает задачу управления, потому что он, учитывая, например, опыт прошлого, нормируя события прошлого, приводя их в норму, тем самым управляет будущим, потому что здесь опять вот эта сверхбыстрота, это передача знаний, пусть даже там каким-то конкретным людям, может быть это может быть не так много, но чем больше он передает знаний, тем он больше увеличивает быстроту вот своих импульсов, переходящих во внешнюю систему. Тогда, получается, он берет оттуда информацию созидательного толка, и вот управление его структурой мышления, структурой действий, самоуправление, получается, происходит, потому что он, получая уже такой оформившийся опыт своих же, получается, знаний уже у других людей, или же то, что сделали другие люди в виде знаний, он получает сам. Здесь получается уже интегральная, совокупная такая характеристика совместных действий, и система становится разомкнутым человеком. То есть он начинает жить вечно, потому что знание просто есть о вечной жизни. Даже у другого человека. И, как правило, знание другого человека — это, в общем-то, фактически структура опыта человека, и поэтому получается, что мы можем видеть управление таким образом, что если опыт другого человека выражен как личностное проявление, то получается, что мы можем так сказать, что либо другой человек, он это в виде собственного пути прошел, да, либо он получил в виде знаний, но когда это личное убеждение другого человека, то уже никакой нюанс там действия любого другого человека, в плане там личного действия, уже не проявлен и не имеет в принципе значения никакого другого, как только лишь направление для вечной жизни. То есть идет как бы совокупный сигнал о вечном развитии, вечной жизни от всех людей при таком вот уровне действия. То есть
опыт уже не имеет даже принципиального значения, имеет значение постулирующий принцип. То есть над опытом, да, над знанием, знание реальности. И приходит вот это вот практически прогностическое знание там, будущей реальности, где структура будущего управления это есть уровень, который практически, ну так скажем, он таков, что воспринимается как какая-то совокупность событий будущего, как бы произвольно откуда-то появляющихся. Хотя на самом деле вот по данной методологии видно, что это совокупность личного опыта и личного выбора решений всех людей при условии там взаимодействия со всей формацией мира, ну так всегда и происходит. И поэтому будущая структура событий коллегиально практически на 100% управляема. То есть чем больше коллегиальных систем существует, тем точнее и быстрее управление. Хотя каждый отдельный управленец может выйти на такой уровень, конечно, что он сам может управлять там всей системой вполне, но вот при коллегиальности управление становится системным. И поэтому, когда с учетом прошлых как бы, событий вы начинаете управлять по передаче опыта, по преодолению, да, каких-то там негативных систем, возможно, или просто даже если это позитивная система, то больше передачи опыта, то получается, что вы все более коллегиально входите в систему прогностического управления, тогда будущее, естественно, вечное, потому что оно определено предшествующим уровнем, который уже осуществлен, а прошлое это есть структура уже реализована, значит будущее вечное тоже реализованная структура. Ну, материя та же самая, да, взяли из уже осуществленных событий, построили будущее событие, но вечное. Материал, просто взяли материал, идеологический материал, один и тот же фрагмент взяли и поставили вперед. То есть на механическом принципе очень понятно, доступно. И, кстати, хороший способ оздоровления и преобразования просто в норму здоровья, в общем-то, в том числе сложных состояний. Как только вводится вот человек вот в эту среду. В принципе, любое состояние доводится до нормы, независимо от первичного статуса. И таким образом, вот такой вот, ну, несколько, он такой механистический, абстрактный подход или более иногда прагматический, просто взять эту оптику и с ней построить будущее событие, но, тем не менее, этот очень хорошо реализуемый вариант, и как один из методов управления в вечном развитии, достаточно он сильный, эффективный метод из-за того, что там более четко проявлены конкретные конструкции управления, что там нужно делать, каким образом, например, нужно в совершенно конкретных системах строить системы связи. Предложим простой пример, какое-то событие прошлого, как идет оптика до будущих событий, прям конкретно видна траектория, можно вычислить буквально чуть ли не по градусам, там, что как разветвляется, какой импульс куда проходит по лучам, на сколько градусов передвинут луч, чтобы получить, например, норму событий. То есть вот здесь можно работать буквально как с геометрической системой, в этой системе управления. И работать точно, там, фиксируя в каком случае, что происходит, если что-либо там на конкретное количество градусов там угол изменить, да, управления, отраженный луч там из прошлого, точка связи и будущих событий. То есть работать просто на механическом уровне. То есть можно создавать очень системные, ну такой, так скажем, примерно, так скажем, научный, что ли, свойственный для простоты понимания, в научном плане объективизированный уровень. Хотя это часто делать не обязательно, но для точных конструкций управления иногда надо делать выкладки точные, вплоть до бумаги. И вот этот метод, он позволяет совершенно точно рассчитывать системы и способы управления. И в связи с этим я считаю, что здесь задача управления является выделение совокупной системы, где нужна точность, а где нужно больше духовное действие. Может быть, точности не обязательно, выбор решения может быть мгновенное, но главное, сам принцип, сам подход, он должен быть таким, что мы имеем систему управления как систему вашего точного контролируемого на каждом периоде действия. Вот важный элемент этого управления, что контролируемость действия на каждом периоде в данном методе, она тоже высокая, иногда доходит до абсолютных величин, потому что структура прошлого – это события, которые произошли, те, которые из них нужно в любом случае привести в норму, они существуют, и поэтому получается, что система очень управляема. И управляема в совершенно спокойном,
ритме, то есть совершенно четко определенном контексте, контурах, совершенно четко видно, что с этой системой вечное будущее достижимо обязательно, что само вечное будущее это просто, вообще говоря, подсистема. Это, вообще говоря, как бы даже небольшая часть этой конструкции управления. И поэтому, когда вы начинаете работать в этой системе управления, постарайтесь работать так, чтобы работа была понятна совершенно, вам абсолютно прозрачно, то есть просто абсолютно логически понятно. Любому другому человеку, что можно было всегда там спокойно вырисовать на листе бумаги, доказать что, откуда, где, и показать, что именно эта система в любом случае приведет к результату, само собой, который вы на духовном аспекте обойти не сможете. Это система вечного развития. Вечный дух, даже так можно пояснить, при передаче знаний все равно будет иметь вечное развитие. Сознание, воспринимающее вечность, тоже будет иметь вечное развитие. Значит, тело оно естественно, как следствие даже вечно. То есть это предлагать уже совершенно понятные методы для передачи такого опыта управления, а дальше гораздо проще, чем больше вы передаете или прямо, или духовно, неявно, прямо имеется в виду словами, тем проще становится ваше управление, и вот вы тогда переходите на естественный уровень, который всегда имеет подконтрольную величину. То есть, естественно, имеется в виду, что вы на уровне вашего естественного состояния есть состояние полной управляемости системы, внешнего мира, внешней реальности, или внутреннего мира, и так далее. То есть, поэтому здесь естественным становится некий такой, несколько, скажем так, силовой фактор управления, где вы начинаете делать управление как управление, которое происходит от сверхвысокой, на самом деле, концентрации, но которое воспринимается просто как некая сила управления. И вот силовой фактор здесь можно увеличивать. То есть можно увеличивать импульс силы управления, который, кстати, позволяет при определенных уровнях действия, при определенном времени нарастить управление до необходимой величины. В том числе до величины, которая заведомо характеризует обязательность вечного развития. Лично вас и при определенной скорости и степени любого другого человека. То есть технология, приводящая к вечному развитию, под контролем совершенно способна. На этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.